Крошево на зиму. Для крошева нам понадобятся зеленые листья капусты, которые мы должны хорошо промыть под проточной водой. Для этого еще надо приготовить заранее морковку, очистить, которую мы потом потрем на терке. Белой капусты будем добавлять для того, чтобы наша капуста заквасилась, потому что сами листья брожения не дают. Сейчас я тогда мою как следует листья и приступаю к рубке капусты. Сечка желательно должна быть очень острой, тогда процесс пойдет у вас намного быстрее. Мне муж сегодня ее наточил. Ну вот, нашинковали наши листья капусты вот до такого примерно состояния. Теперь нам надо добавить сюда же белой капусты, для того, чтобы наша капуста потом бродила и начался процесс брожения. Вот на такое количество, даже, наверное, одного кочана будет достаточно. Он тоже промытый заранее, порезанный. Вернемся после того, как я теперь это еще рублю вместе с зелеными листами. Ну вот, что у нас получилось, когда мы прошинковали с белой капустой. Вот такая красотулечка получилась. Я думаю, что достаточно здесь белой капусты. Вот. Она такая стала у нас не темно-зеленая, превратилась в такую изумрудную. Вот. И теперь вот на это количество вот капусты я приготовила морковку, которую я сейчас прошинкую на терке. Натираем морковку на крупной терке. Я думаю, достаточно будет даже здесь одну морковку попробуем натереть и посмотрим, хватит ли нам морковки. Если нет, добавим еще побольше. Добавляем нашу морковку, которую мы натерли. Я думаю, этого будет достаточно. Все это мы будем перемешаем. И нам останется добавить только соль. То, что морковки мало, это ничего страшного в этом нет. Все равно, когда мы будем варить щи, мы будем добавлять обжарку лука и морковки. Так будет намного вкуснее. А здесь, я думаю, что будет достаточно. Некоторые рецепты делают, морковку вообще не добавляют. Но мы ее добавляем немного. Ну, тут, наверное, на такое количество добавили, вот ушло 2 морковки. Теперь нашу капусту нашинкованную с белой капустой, добавленная морковка, мы добавляем соль. Соль мы добавляем на 2,5 килограмма капусты, вот уже готовой вместе с белой, добавляем 50 грамм соли. Мы ее добавили и вот так маленечко перемешаем, приминание идет. Сильно не надо припинать, потому что будет очень много сока, выдастся очень много рассола и сока, не знаю. Вот, ну маленько ее вот так надо пожмыхать, прежде чем будем укладывать ее уже в ту емкость, где она будет у нас кваситься. Итак, капуста у нас готова. Мы теперь берем емкость, в которой мы будем в которой будет она кваситься. Предварительно мы ее ошпарили кипятком. И перед тем, как закладывать сюда капусту, я возьму маленечко ржаной муки, присыплю
прочитала в этом году в интернете, что она тоже дает своеобразную такую закваску для брожения. Поэтому, ну, попробуем, проэкспериментируем, ну, посмотрим, что у нас получится. Немного, чуть-чуть. Ну, где-то пол столовой ложки, чтобы не испортить. Вот, ну а теперь берем нашу с вами капусту и вот так ее перекладываем. И периодически утрамбовываем. Вот так вот. И его периодически трамбуем. Вот она уже сок дала. После того, как мы ее утрамбуем, полностью всю эту капусту, мы ее накроем большой тарелкой, которая входит сюда в бак, и сверху поставим груз. Обычно я ставлю, опять брак работы, обычно я ставлю 3-литровую банку с водой. Это получается своеобразным таким гнетом. Вот. И она будет у нас кваситься дней 5-7 при комнатной температуре.